Всем привет! Сегодня у нас вафельная флористика. На вафельные цветы уходит меньше времени, чем на сахарные. Также они не утяжеляют торт и смотрятся на торте легко и воздушно. Делать сегодня будем английскую розу, она же роза Дэвида Остина. Очень эффектно выглядит на торте, подходит для женских, детских и тематических тортов. Итак, начинаем. Что нам нужно будет для работы? Нам нужна вафельная бумага тонкая. На этот цветок мне нужно будет 2,5 листа. Также нам нужны будут плоскогубцы, круглогубцы, маленькие ножницы, средние, тейп-лента, мастика кусок желтенький, флористическая проволока номер 22. Может быть белая, может быть зеленая, тут без разницы. И желательно зеленый цвет проволоки номер 30. Далее нужны лепестки, шаблоны лепестков. Скан этих лепестков будет у нас в нашей группе ВКонтакте, там вы их сможете найти. И количество лепестков именно для этого цветка я также укажу. Здесь у меня просто идет количество каждого лепестка для пиона. Там я переправлю для розы именно будет. И нумерацию каждого лепестка также там укажу. Далее еще у нас идет кисть синтетика. Для рисования, для флористики сахарной или вафельной я использую только синтетику кисти. Они не лезут. Какой-либо инструмент тонкий, чтобы поддевать, если что, лепесточки. Далее мне еще нужен будет гель-глянец, либо нейтральный гель можно использовать, и водка. Гель-глянец и водку мы используем в равных пропорциях. И использую я эти ингредиенты для флористической смеси. В равных пропорциях мы смешиваем водку и гель-глянец. Все хорошо перемешиваем, и флористическая смесь готова. Заменить водку на воду в этом случае не получится, так как водка быстрее испаряется, чем вода, и тем самым лепестки не успевают размокнуть, вернее вафельная бумага не успевает размокнуть, а гель-глянец дает эластичность вафельной бумаге. Сразу сделаем тычинки, чтобы они успели просохнуть у нас, вернее мастик успела высохнуть. Берем небольшой кусочек мастики, небольшой кружок, конец проволоки мы опускаем в водку и прикрепляем кругляшок к проволоке. Таких тычинок нужно сделать 6 штук. Для самых маленьких лепестков номер 1 нам потребуется 5 полосок, равных высоте нашего лепестка. То есть ширина каждой полоски должна быть равна высоте каждого лепестка. Из 5 одинаковых полосок вафельной бумаги мы вырезаем 35 одинаковых лепестков. Таким же образом мы поступаем и с 3 и 2 номером лепестков. Второго номера нам потребуется 24 лепестка, 3-го 12. В описании я укажу, сколько вам потребуется полосок вафельной бумаги, равных высоте каждого лепестка для каждого номера. Так как я уже все заготовки сделала, здесь у меня 24 лепестка, здесь 12, и уже даже сделала вот такие вот заготовочки первого номера лепестков. Проволоки номер 22 нам потребуется 6 одинаковых отрезков. Берем первый лепесток и аккуратно тонким слоем проходимся с двух сторон флористической смесью. Аккуратно скручиваем его. То есть эта смесь у нас служит как смягчающим компонентом, так и скрепляющим. То есть как клей ее тоже можно использовать. И вот в таком вот полускрученном виде мы прикрепляем сюда проволоку и зажимаем вафельную бумагу. Конец проволоки должен быть где-то примерно наполовину лепестка. Далее берем второй лепесток и проходимся флористической смесью только по одной стороне, также тонким слоем. Если вы хотите получить цветной вариант розы, то прямо в флористическую смесь можно добавить краситель. На обратной стороне лепестка мы лишь до середины промазываем кистью и прикрепляем. То есть почему я с двух сторон не обрабатывала смесью? Вот эта вот сторона сухая у нас, которая получается, она не должна прилипать к предыдущему лепестку. Но в то же время лепесток должен оставаться мягким за счет того, что мы обработали вторую сторону лепестка. Прикрепляем, зажимаем. По желанию можно поправлять, направлять лепесток, пока он еще мягенький. И следующий. Должен получиться вот такой вот вариант. 5 лепестков на одной проволоке. Сделали 6 заготовок на проволоке, и теперь нам нужна тейп-лента. Тейп-ленту я обычно разрезаю на 2 или даже на 3 полоски. Теперь берем круглогубцы и у основания немного сгибаем проволоку. Затем берем тычинки, соединяем их вместе, прикладываем к лепесткам и смотрим, чтобы они немного, тычинки не доходили немного до
конца лепестков. С помощью тейп-ленты соединяем тычинки вместе. И опять же с помощью тейп-ленты присоединяем каждую заготовку на проволоке к тычинкам. Вот такой вариант получается. Как видите, каждый лепесток у нас отдельно друг от друга. То есть они друг к дружке не прилипают. Далее берем лепестки номер 2 и также обрабатываем одну сторону. Какая у вас будет эта сторона, глянцевая или шершавая вафельной бумаги, тут не имеет никакого значения. Одну сторону обрабатываю смесью, вторую сторону только для того, чтобы присоединить к основе. То есть половинка где-то примерно. И прикрепляю прямо к основанию. Итак, по часовой стрелке мы прикрепляем каждый лепесток. Край лепестка должен заходить на предыдущий наполовину. За счет того, что я обработала только одну сторону, лепестки у меня мягкие, то есть я могу задать направление им, но в то же время они не прилипают особо друг к другу. По желанию, после того, как прикрепили все лепестки, можно края лепестков также обработать флористической смесью и подкрутить немножко. То есть задать им направление такое, которое вы хотите. У нас остается третий номер лепестков. Самые большие лепестки, 12 штук. Нам для них нужно будет 12 пластиковых ложек. И так же, как в видео с пионом, мы обрабатываем полностью две стороны флористической смесью тонким слоем. И каждый лепесток укладываем в ложечку, также задавая желаемое направление. Теперь, когда полностью все лепестки у нас в ложках, мы даем им подсохнуть. Если у вас лепесток полностью прикрепился к ложке, и вы ее не можете с нее снять после подсыхания, значит, вы слишком много использовали флористической смеси. Смесь нам нужна лишь для того, чтобы размягчить вафельную бумагу, но не для того, чтобы прикрепить ее к ложке. Для подсыхания я использую духовой шкаф, режим для йогурта, там где-то примерно 40 градусов с конвекцией. Высыхают они в духовом шкафу примерно где-то 3-5 минут. Подсохшие лепестки легко отходят от ложки. И смазывая место соединения флористической смесью, приклеиваем каждый лепесток к основанию цветка. Каждый последующий лепесток должен заходить примерно где-то наполовину на предыдущий. Прикрепив все абсолютно лепестки, мы вставляем в стакан цветок и оставляем полностью подсохнуть. Если у вас так получилось, что есть пробелы в серединке цветка, то можно дополнительно вырезать лепесточки небольшого размера, меньше, чем единички, чем самые первые лепестки. Промазать флористической смесью для мягкости, скрутить и вставить в пробелы. Размер и количество лепестков вы можете контролировать сами. Я уже неоднократно повторяла, что я не знаю, как это делают на флористических курсах, я чисто вот интуитивно. Мне нравится вид, внешний вид цветка, который я сделала, и это самое главное, я считаю. А пока он у нас подсыхает, мы можем сделать веточки с листьями. В остатки флористической смеси мы добавляем краситель пищевой. Я добавлю зеленый и немного коричневого. Получается более натуральный зеленый цвет. Также нам нужна еще будет проволока флористическая от 24 до 30 номера. У меня это зеленая 30-ка. Отрезки проволоки могут быть произвольные. Берем кусочки вафельной бумаги, проходимся с обоих сторон, кладем проволоку на второй кусок и приклеиваем. Обратную сторону также мы прокрашиваем, оставляем чуть подсохнуть. А затем вырежем уже листок. Но не оставляйте подсыхать на коврике или на столе, у вас прилипнет просто этот отрезок. Просто вставьте в пенопласт проволоку. Из подсохшей заготовки вырезаем лист желаемого размера. Если вафельная бумага у вас при подсыхании начнет вот так вот скручиваться, то есть пока она еще не полностью высохла, ее можно немного изменить у нее направление. Либо после полного высыхания можно вложить ее в книгу, чтобы заготовка стала более прямой. По желанию края можно немного оттенить, при этом использовать вот такую вот цветочную пыльцу и сухую кисть. По направлению от края середины мы немного так вот оттеняем.
Если нет цветочной пыльцы, то можно использовать еще вот такой вот метод. Берем кукурузный крахмал и сухой краситель пищевой, к примеру, коричневый. Смешиваем их и также припыляем. Только учитываем то, что при наличии влаги пигмент начнет проявляться и, возможно, появятся такие вот яркие пятна. Но если использовать вот на сухой лист, то вполне вот приемлемый вариант получается. После, когда все листья готовы, мы соединяем их в веточки. Соединяем с помощью тейп-ленты. Я по ширине разрезала ее на 3 части. Для начала, проворачивая, закрепляем тейп-ленту на основном листке и добавляем следующий. Веточки полностью готовы, и теперь уже у подсохшего цветка мы также оттеняем лепестки. Я буду использовать цвет спелый персик, это водорастворимый сухой краситель Cake Colors. И здесь у меня также уже присыпано немного кукурузным крахмалом. Добавляю сюда краситель. Смешиваю его с крахмалом и сухой кистью прохожусь по лепесткам. С помощью тейп-ленты прикрепляем веточки к стеблю, и цветок готов. Вот такой шикарный цветок получается. Мы его будем использовать в оформлении торта для маленькой Софийки. Начинку и оформление этого торта мы, конечно же, покажем. Я, как всегда, желаю удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.